Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду рассказывать свой путь очень долгий от любви к себе, полностью потери себя и снова приобретения твоего великолепного качества, когда ты любишь себя, ухаживаешь за собой, состояние счастья, внутренней гармонии. Сзади меня плакат, я его увидела и сразу хотела вам показать его, потому что он полностью олицетворяет сейчас мое состояние. Я буду откровенна, буду рассказывать, что я преодолевала, и, возможно, кто-то сейчас на сложном отрезке своей жизни, кто-то дезориентирован и не любит себя. В этом видео я посвящу все внимание любви к себе. Изначально я понимаю, что фраза, когда самая главная победа в жизни — это победа над самим собой, она на самом деле олицетворяет мой такой непростой путь к пониманию себя и к любви к себе. Я действительно с самого начала очень любила себя, с самого начала своей жизни, и достаточно очень долго, я, конечно, так утрирую, я не анализировала себя в 2-3 года, вообще дети, мне кажется, себя особо не анализируют, и этим они прекрасны, нам нужно у них учиться, дети очень просто знакомятся, они очень открытые. А уже когда становишься более взрослым, очень много комплексов нарастает, и откуда они берутся, я считаю, что мы продукт школы, наших родителей, социума, окружения, и половина из того, что нам внедряли в нашу голову, это не нужно абсолютно. И я к этому пришла вот сейчас в своем сознательном возрасте. Я понимаю, что чем больше я люблю себя и чем больше я прислушиваюсь к себе, тем больше я понимаю, что нужно именно мне. С самого начала я хочу сказать, что я очень уже в таком, и подростковом возрасте у меня был такой гиперлюбовь к себе. Я думала, что я должна освещать улицы своей красотой и должна поскорее выйти на улицу. И вы знаете, это работало. Я действительно так себя ощущала. Я ощущала себя прекрасной принцессой. У меня в моей картине мира я вот как из картины «Белоснежка» диснеевского мультика. Я шла по лесу, там она идет, по-моему, с корзиночкой, вокруг окружали ее животные, птички пели, она пела песню, и все было замечательно. И вот эта мелодия внутри меня, она такая и была. Я была в гармонии, я была счастлива, и я себе очень нравилась в зеркале. Это было очень важно. Я уже сейчас понимаю, что это действительно очень важно. Тогда я об этом так не задумывалась. Я много вещей делала бессознательно. И вот в таком состоянии я очень много людей притягивала к себе в свою жизнь, не стараясь и ничего не делая к этому. Люди подходили на улице знакомиться, мужчины, молодые люди, девушки, в дальнейшем это были мои подруги. Потом у меня была абсолютно честно какая-то фанатка на улице. Мы жили просто рядышком, и она ко мне очень часто подходила и говорила: вы очень такая красивая девушка, я вот просто ваша фанатка. Это вот я честно говорю, без прикрас, приукрашания. И я просто анализирую сейчас вот свое то состояние, а я других-то людей не могла притягивать. То есть и каких-то незнакомые люди подходили и говорили: девушка, вы прекрасные. Это все люди считывают. Мы все бессознательно считываем энергию другого человека. Это в нас заложено инстинктивно. Да, это так и есть на самом деле. И всем хочется больше находиться с людьми, которые любят себя, которые уважают себя, потому что они излучают эту энергию. А всегда хочется, как пчелки на мед, слетаться на счастье. И я в таком состоянии была очень долго. Я всегда в школе нравилась, там учителям все говорили: какая вот чудесная девочка у нас учится. И как-то, знаете, все вот само собой складывалось. Все складывалось очень легко. И на работе складывалось. В общем, все было замечательно. Я могла купить за 1000 рублей какие-то сапоги просто ужасные.
они просто, вот я вспоминаю, думаю, как я вообще могла их купить? Я себя чувствовала в них королевой, понимаете? Я шла по улице просто походкой от бедра и думала, что я самая прекрасная девушка на этом свете. Но это был период такой подростковый, максимализм, но тем не менее, я думаю, что если бы каждый человек так думал, но здесь надо отметить то, что чтобы это не было гипертрофировано, да, когда человек не видит никого вокруг или очень, ну, с такой завышенной самооценкой, с таким пафосом, да, у меня такого не было, просто я была настолько наполнена и настолько я была не, ну, я настолько себя любила, что как-то другого поведения-то и не могло у меня быть. Вот. Но при этом я всегда уважала людей, и поэтому у меня и было очень много людей в жизни. Потом у меня начался период, когда я начала сравнивать себя, я уже повзрослела, я уже начала работать, я начала сравнивать себя с другими людьми. Я еще очень много работала с моделями и начала сравнивать себя, свою внешность с моделями. Здесь надо сказать, что вот такой вот у меня вот глобальная такая перестройка внутренняя произошла, когда у меня произошли очень такие печальные события в жизни. То есть у меня там 2 подруги ушли из жизни, очень близкие. Потом очень много событий там в личных взаимоотношениях. У меня тоже там разочарования произошли. Разочарования в людях произошли, когда ты со всей душой, а человек просто мог тебя предать. Вот. Я как-то все это начала замечать, и я начала понимать, что мир не настолько прекрасен, как мне кажется. И вот полностью от любви к себе, от той девочки, которая обожала себя, я превратилась в человека, который начал искать в себе всевозможные комплексы. Я хочу сказать, что никогда не надо сравнивать себя с другими людьми. Это большая ошибка и такая неблагодарная. Всегда найдется человек, кто будет лучше, выше, краше, успешнее. Нужно сравнивать себя только, может быть, где-то, какая вы были вчера, и думать о том, как бы вы хотели видеть свое будущее и какой бы вы хотели, чтобы вы были в дальнейшем, в будущем своем. А все остальное нужно отбросить и никаким образом не сравнивать себя, потому что каждый человек настолько индивидуален. Бывает девушка, ну, может быть, от природы не очень там красивая, там, не супермодель, но настолько она излучает изнутри жизнерадостность, счастье, позитив, что хочется вот с такой девушкой дружить, хочется быть поближе с такими людьми. И я настолько начала заморачиваться, я вообще перфекционист по жизни, и это очень иногда мешает, и здесь мне, конечно, очень помешало, потому что я поняла, что я несовершенна. У меня где-то там ножки пухловаты, потом я подходила к маме, мучила ее, говорила, ну вот почему у меня веснушки, мам, чуть меня с веснушками родила, начала их всячески убирать с лица разными средствами, читала, заморачивалась. Потом у меня были какие-то там вот точечки есть у меня на коже, я тоже начала это все, думала, ну как это некрасиво смотрится, подходила к зеркалу, что-то копалась себе, я так себе не нравилось зеркало, и это такой резкий контраст, как контрастный душ просто. Так все изменилось, то есть от абсолютно такой вот яркой картинки жизни у меня все какое-то черно-белое появилось. И я поняла, что чем больше ты недоволен собой и не любишь себя, тем больше ты начинаешь быть недовольным окружающими, какими-то, ну, еще какими-то вещами в жизни. Я начала очень сравнивать себя тоже в работе там, с другими людьми, ну, с более успешными. Думала, ой, ну я что-то вообще ничего не достигла. Ну, в общем, меня не за что было уважать, да, внешне я вообще была не очень. И все как-то от этого и желание пропало что-либо такое прям вот делать. То есть у меня как-то вот
Был период, я вообще там от работы сразу домой шла, и как-то, в общем, все было так печально, но я долго в этом пребывала, очень долго. Я пошла еще в модельное агентство, я очень давно хотела, но было очень много факторов, которые сдерживали меня. И я на тот момент, мне было 23 года, представляете, и я была самая старшая там. И как я заморачивалась по поводу возраста, что я такая взрослая уже, они все маленькие, у них там вся жизнь впереди, а у меня-то вот уже все 23 года. Какая большая ошибка, как вот мы все сами тараканов вот этих вот придумываем себе эти тараканы, как вот борьба с ветряными мельницами. Я вот с этим и боролась, то есть сама себе напридумывала преграды на пути того, чтобы просто жить и радоваться жизни и быть удовлетворенной. И главное, что я сравниваю себя сейчас и понимаю, что мне кажется, что сейчас я гораздо лучше выгляжу, чем выглядела тогда. Но тогда я была наполнена и была совершенно с другой энергией. И тогда у меня все складывалось замечательно. А когда, то есть здесь очень важно, как вы сами к себе относитесь. Очень важна любовь к себе. Мне кажется, я пришла вот в своем уже сознательном возрасте к тому, что все начинается от любви к себе. Если вы себя не любите, то вы и таких же людей будете привлекать в свою жизнь. К вам не будут уважительно относиться, будут такие события происходить, которые... Ведь если вы не любите себя, вы не считаете, что вы достойны всего самого лучшего в жизни. Вот есть люди, которые довольствуются меньшим. Они говорят, ну, мне, в принципе, это и не надо, да мне и это не надо. Ну, или вот люди, которые не могут себя порадовать за что-то, девушки, которые очень экономят на всем буквально. Мне кажется, это немножко печальная история, потому что если девушка на себе экономит, то, значит, она себя не любит. А как же ее может другой какой-то человек полюбить? У меня вот есть знакомая, которая... уже очень-очень много лет, больше 10 лет, никак не может найти вот этот внутренний баланс любви к себе. И не может никак встретить принца на белом коне. Здесь очень важный действительно момент. Еще такого, я поняла, время. Время уходит, время очень быстротечно, это ресурс, который не восполняется. Его невозможно вернуть. И мне очень жаль, что я потратила столько лет на поиск себя. Но все, что не делается, все к лучшему. Действительно, фраза работающая. Просто когда что-то не работает, вот я тоже потратила, наверное, знаете, лет 8, наверное, вот на полное такое восстановление себя от и до, собирание вот по кусочкам. И я сейчас прихожу к такому мнению, что вот есть такая фраза на английском «it's not working». То есть если что-то не работает в вашей жизни, то значит это точно нужно что-то менять. Здесь вопрос желания и вопрос осознанности. Общаясь с большим количеством людей, я понимаю, что много людей, к сожалению, живут неосознанно. Может быть, что-то они хотят делать, но они не делают. И я тоже была в таком периоде. Просто я поняла, что я больше так жить не могу. Вот около 8 лет, да, я находилась в этом, то, что я что-то искала в себе, я никак не могла полностью быть удовлетворена. Мое состояние все время было очень как диаграмма, оно скакало всегда от того, что я вроде себе нравлюсь, потом я что-то опять находила в себе что-то не то и была очень недовольна. И в последнее время там события произошли такие, что мне от части работы пришлось отказаться. Это было мое личное решение. И я очень счастлива, что я приняла его, потому что в последнее время я была, даже не то, что в последнее время, я с 14 лет работаю. И я очень стала как загнанная лошадка. Я, конечно, не разгружала, я не работала в шахте, не разгружала груз какой-то, но я просто поняла, что женщина, девушка должна быть женственной.
А когда ты как загнанная лошадь, когда ты в стрессе, когда ты работаешь по ночам, ты уже не можешь быть таким вдохновителем, принцессой, потому что тебе хочется просто прийти, лечь на подушку, распластаться звездочкой на кровати и заснуть. И так дальше, как день сурка, начинается следующий день, еще следующий, и так и жизнь твоя проходит. И это мои мысли были. И я каждый раз думала, вот у меня иногда были такие периоды, когда я лежала на кровати, просто смотрела в стенку и думала, а что дальше? Ну, это хорошо, я зарабатываю деньги, но а дальше-то что в моей жизни будет? Если я не люблю себя, если не складывается так, как я хочу, надо что-то менять, что-то мне нужно сделать. И я поняла, что первое, что нужно сделать, это лично мое такое вот, мое понимание, я просто отпустила все. Вот эта вот фраза такая очень распространенная, когда ты хочешь что-то получить, отпусти. Я действительно все отпустила. И я отпустила все, и я начала работать над собой. Я начала, это было, знаете, с таким удовольствием я это делала. Мне уже не надо было никуда супер бежать. Мои мысли были где-то очень глубоко заняты вот самой собой. И я стала потихонечку наполняться как сосуд. И в какой-то момент у меня было такое состояние, как будто я лечу, вот как будто, или как будто вот я сижу на облачке, таком очень, очень легком, очень воздушном, и я сама очень воздушная. И просто впереди радуга, вот такое вот состояние счастья, вдохновения. Мне кажется, что в этот период я могу писать картины, писать стихотворения, что-то делать такое вот на очень высоком уровне, на очень высоких таких вибрациях я нахожусь. И я захожу сейчас куда-то, и мне говорят, ты вся светишься, что произошло? Те, кто меня знает, говорят, что случилось в твоей жизни, какие-то изменения произошли в тебе. Или те, кто меня не знает, хотят познакомиться, очень много стало внимания к моей персоне. И это очень все приятные люди. То есть вот тот период, когда я не любила себя, я встречала разных людей, и часто мне не хотелось с этими людьми дальше продолжать общение. А сейчас снова все изменилось. Я как будто вернулась в то состояние, когда я себя не анализировала, когда я себя полностью любила, принимала. И я пришла к такому мнению, что нужно обязательно, самое главное, особенно для девушки, чтобы в девушке была вот эта женская энергия. Чтобы, вот мне кажется, это ошибка, когда человек думает, что другой человек сделает его счастливым, и он ждет много, когда девушки очень навязчиво хотят выйти замуж, когда очень навязчиво хотят встретить своего принца. Нужно в первую очередь стать счастливой сама с собой, когда вам самой с собой интересно. Вот, например, психолог Лобковский сказал, что тот, кто чувствует себя одиноко, это человек, который не может находиться, ему неинтересно с самим собой. Вот мне кажется, что когда девушка себя очень любит, когда она наполнена, то она только тогда встретит достойного человека. А если вы будете в отношениях изначально с пустотой внутри, то я думаю, что такие отношения в большинстве своем будут не очень счастливые. И я знаю случаи, когда девушки требуют от уже мужа или молодого человека, своего партнера сделать ее счастливой, что он там времени уделяет ей и так далее. Но девушки забывают о том, что в первую очередь девушка сама по себе должна быть счастливой. И молодой человек, мужчина, может только приумножить это счастье. И более того, многие мужчины хотят познакомиться с уже счастливой девушкой, и это правильно.
И, но, к сожалению, некоторые... Вот я просто это поняла, и я поняла это еще потому, что по такому количеству, как сейчас со мной знакомятся, со мной не знакомились уже очень давно. То есть это все очень... Я могу где-то пройти, мне просто скажут: девушка, вы очень красивая, на вас приятно смотреть. Это энергия, вот энергия просто исходящая из меня. Вот что я излучаю, вот что ты излучаешь в жизни, то ты и получаешь обратно. Поэтому вот такой путь я проделала очень долгий, и это состояние, оно еще сподвигло меня на изменения в жизни. Я поняла, что так как раньше у меня было, я больше так не хочу. Я не хочу быть загнанной лошадкой больше. Я хочу сохранить эти вот женские такие вибрации внутри, когда ты полностью вообще просто настолько счастлив сам собой, настолько это состояние приносит много удовольствия в жизни. Мне не хочется спешить никуда, мне хочется наслаждаться этим периодом, мне хочется наслаждаться этим состоянием, не периодом, состоянием, мне хочется его сохранить. Поэтому я хочу сейчас перестроить свою в дальнейшем работу и вообще свою жизнь, можно так сказать, под это состояние, чтобы его сохранить. Это очень-очень важно для меня и, мне кажется, для девушки, потому что девушка изначально, она муза для своего мужчины. И мужчина наполняется этой энергией женской. В нас изначально от природы заложено это. Просто мы по нашему жизненному пути начинаем это терять, очень много начинаем сравнивать, копаться, выискивать что-то в себе и теряем эту привлекательность женскую, а это очень важно. Вот, поэтому самое главное, надо научиться любить себя. Очень важная составляющая у меня еще, я очень долгое время хотела похудеть, и никак не получалось, и, знаете, как-то все так легко сейчас сложилось. Я похудела до того состояния, когда я себе очень нравлюсь в зеркале, и это тоже важно, потому что если ты себе в зеркале не нравишься, то у тебя портится настроение, а, соответственно, это может передаваться другим людям. Ты можешь быть недоволен из-за этого другими людьми, если ты собой недоволен. Все это очень взаимосвязано, поэтому надо работать над собой. И это состояние, оно просто великолепное. Я желаю всем этого состояния. Спасибо вам большое за внимание. Пишите ваши комментарии. И любите ли вы себя? Я надеюсь, что да. Желаю вам всем хорошего настроения на предстоящие выходные. До новых встреч. Пока.